Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить свиные ребра с овощами. Это любимое блюдо моих мужчин. Ребра готовятся в духовке, но по вкусу напоминают ребра барбекю. Свиных ребер у меня 800 грамм. Я предварительно сняла пленку с ребер, обрезала лишний жир и разделила на порции. Немного солю с двух сторон. Посыпаю черным молотым перцем. Добавляю 1 чайную ложку красной молотой паприки и 1 чайную ложку сухого чеснока. Втираю специи в ребрышки, чтобы они были равномерно покрыты специями. Добавляю 2 столовые ложки оливкового масла и втираю, чтобы ребра полностью были покрыты маслом. Миску накрываю пищевой пленкой и убираю мариноваться в холодильник минимум на час. На сковороду наливаю примерно 1 столовую ложку оливкового масла и кладу ребра. Поджариваю на сильном огне, чтобы запечатать сок в мясе. Весь процесс показывать не буду, так как брызги масла летят в камеру. Поджариваю ребра до золотистой корочки с 2 сторон. Форму для запекания я застелила фольгой, так как у меня повреждено покрытие. Вы можете этого не делать. Выкладываю ребра. Плотно накрываю фольгой и отправляю в духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз примерно на 1,5 часа, в зависимости от вашей духовки. Пока ребра готовятся, займусь овощами. Масло после жарки ребер я не сливала. Буду на нем жарить овощи. Овощи подготовила заранее. У меня 75 грамм лука. Готовлю его до полупрозрачности. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 100 грамм моркови. Нарезала ее брусочками. Готовлю морковь до легкой золотистости. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. Теперь добавляю замороженные овощи. Здесь 300 грамм кабачков. Я их предварительно не размораживала. Даю кабачкам немного нагреться. И добавляю 260 грамм сладкого перца. Его я тоже не размораживала. Готовлю на среднем огне, периодически помешивая до испарения влаги. У меня в холодильнике был отварной картофель. Решила его тоже добавить к овощам. Картофеля 200 грамм. Немного солю. Посыпаю черным молотым перцем и добавляю 1 чайную ложку красной молотой паприки. Готовлю до легкой золотистости, примерно 1-2 минуты. Готовые овощи перекладываю в миску. Готовлю соус для ребер. В сотейник с толстым дном наливаю 3 столовые ложки оливкового масла. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями, вы этим поможете развитию канала. Включаю плиту. Добавляю 4 столовые ложки томатной пасты, 4 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку жидкого меда и примерно 3 столовые ложки лимонного сока. Хорошо перемешиваю, чтобы ингредиенты соединились друг с другом. Этот соус любят мои мужчины.
поэтому готовлю его больше, чем необходимо для смазывания ребер. Вы можете сократить количество ингредиентов для соуса в 2-3 раза. Добавляю 1 столовую ложку дижонской горчицы, 1 чайную ложку копченой паприки и 1 чайную ложку сладкого соуса чили. Хорошо перемешиваю и готовлю, помешивая на среднем огне примерно 2 минуты до объединения всех ингредиентов. Готовый соус переливаю в миску. Ребра находились в духовке чуть более 1,5 часов. Снимаю фольгу. Ребра переворачиваю и выкладываю овощи в форму. Равномерно распределяю их по форме. Ребрышки кладу сверху на овощи. Смазываю ребра соусом и отправляю в духовку на 10 минут. Через 10 минут переворачиваю ребра, смазываю соусом и отправляю в духовку еще на 10 минут. Соус у меня остался. Мои мужчины с удовольствием едят его с мясом и рыбой. Ребра с овощами готовы. Они очень вкусные. И это отличный обед или ужин для семьи. Впрочем, свиные ребрышки настолько вкусные, что их можно поставить и на праздничный стол. Мои мужчины их очень любят и просят готовить почаще. Мясо сочное и просто тает во рту. Вкус этих ребрышек похож на вкус ребер барбекю, хоть они и приготовлены в духовке. В общем, любители свиных ребер оценят этот рецепт. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!